Ну и нижняя полка, как всегда, с самым обильным цветением. И вот на нижней-то полке есть один очень крупный цветок. Это тиара. Добрый день, друзья! Сегодня 16 марта. Город Ростов-на-Дону. У нас весна, причем весна очень бурная. За окном сейчас 20 градусов тепла. Хотя зима была теплая, но на балконе все равно прохладней. И сейчас я вам буду рассказывать не про орхидеи, а про хои, которые у меня растут на балконе. Балкон очень маленький. Вот мы с Мишей не можем вместе рядом поместиться. Поэтому он с одной стороны, я с другой стороны. Сейчас я вам скажу пару слов, и голос мой будет за кадром, потому что он будет снимать, и это невозможно сделать рядом. Хочу вам рассказать про хои, которые у меня и зимуют на балконе. Казалось бы, растение тропическое, а у нас зимой все-таки минус какой-то бывает. Но есть небольшое отопление, и поэтому хои прекрасно себя чувствуют на балконе. Хоя карноза выпускает цветоносы. И их очень-очень много. Про эту хою я уже рассказывала в прошлом году. Почему она вдруг зацвела. Хотя здесь очень темно для хой. И вот наверху, сейчас Миша вам покажет, уже почти сформировавшиеся, еще не распустившиеся, но сформировавшиеся цветоносы. Где бы мне взять указочку? Вот это. И вон там, в уголочке, ждем распуска дня через 2. А вот уже будущие цветоносы. Вот из каждой вот этой веточки, которая потом будет распускаться зонтиком, сейчас наметились цветочки. Вот я не достаю. Вот здесь, вот смотрите, вот один, а вот там под листиком второй. И их очень-очень много. И, Миш, покажи, пожалуйста, потолок. Она заплела у меня почти весь потолок и стену. И там тоже будут цветоносы, но покажу позже. И вот в самом-самом темном месте, вот где стоит ящик, в который она посажена, она за зиму пустила, посмотрите, какие красивые листья. Они прямо идеальные. Вот так, как должно быть у карнозы. Листья с белыми пятнами. И вот на этих новых плетях тоже есть молодые цветоносы. И тоже не один. Вот сейчас поднимаю листик, а тут уже цветонос. Наверху не подниму ни листик, ни... Вот, и там есть цветонос. И вот там на потолке есть цветонос. Но когда распустится основная часть этих цветоносов, я вам еще, может быть, в телеграм-канале покажу ее. Но на балконе не только есть хоя карноза, но есть еще хоя каудата. Это с той стороны, Миш. Сейчас отсюда перебегу. И вот это удивительная хоя. Казалось бы, все-таки на балконе зимой холодно. От 15 до 19 градусов тепла. Но она цвела всю зиму. И у меня попросили отросток от этой хои. И я совершенно случайно отрезала огромную плеть, которая заплетала вот эту часть. Но она очень быстро начала наращивать новые плети. И у нее цветоносов тоже очень много. В отличие каудаты от карнозы,
Если карноза распускает цветонос и цветет неделю, то каудата держит открытыми цветы только сутки. Распускается вечером, а следующим вечером эти цветы все закрываются. Посмотрите тоже, сколько много цветоносов. Вот, вон там наверху 2 цветоноса. Здесь вот намечаются маленькие цветоносы. В общем, красота неописуемая. Как я поливаю эти хои? Я в прошлый раз вам рассказывала. Оставлю вам ссылку на видео, которое вышло в прошлом году. Я продолжила поливать в этом году опять аминосилом. Я хои поливаю только аминосилом. Или жидким. Тот раствор, который остается от полива орхидей. И набрасываю несколько гранул, ну, в зависимости от размера горшка, несколько гранул аминосила. Вот на такой горшочек 3-4 гранулки раз в месяц. Вот на такой. И получаю весной и даже зимой замечательное цветение. Еще хоя белла есть варигатная, а есть простая зеленая. И варигатная цветет редко. Но цветение варигатной от зеленой ничем не отличается. Вот зелененькая уже распустила. Да, она очень хорошая цветунья. Цветет почти все лето. Но и у варигатной тоже появились цветы. А это зеленая, вот смотрите, целых 3 цветоносика. Вот наверху. Вот еще 2. Это только начало. Это не капризная совершенно хоя и будет цвести все время. Внизу вы видите орхидею ваниль. Но в домашних условиях она цветет крайне редко. Но за зиму вот эта вот огромная плеть, вот она. Я здесь прикрепила. Вот огромная плеть выросла. И я теперь ее вот так закручу на этой основе. Про орхидею ваниль есть плейлист. Вот эту посадку, сложную посадку, мы с Мишей делали вместе. Оставлю ссылку в правом верхнем углу экрана на это видео. Давай зайдем немножко в комнату. Здесь еще есть 2 хои. Вот здесь хоя вообще растет в темноте. Но посмотрите, сколько у нее цветоносов. Пахнет очень сильно. Сильный аромат. Сначала она у меня росла в спальне, но это невозможно, потому что ее аромат начинается с заходом солнца. И вот такой маленький цветок может наполнить запахом всю комнату. Очень сладкий запах, и спать там нереально, поэтому перенесла ее в зал. Здесь открывается окно, и не так чувствуется приторный сладкий запах. А кустовая хоя тоже начинает цвести. Ну, по крайней мере, выпускать цветоносы. Здесь для них тоже темновато, но что делать? Цветов настолько много, что всем сделать освещение не получается. Ну, вот такой у меня балкон, такой у меня садик. Хоть и очень крохотный, но все-таки есть. Миша, покажи, пожалуйста, полки с орхидеями. Я не буду про них рассказывать, но они есть, цветут. В телеграм-канале показывали, что начала цвести анаконда. Медленно распускает свои цветы. У меня в основном на балконе мини-орхидеи. Поэтому кажется, что может быть мало цветочков. Но для мини-орхидей это очень много.
И с другой стороны ну что здесь примечательно? Наверху распустилась Абба. Ну, Абу надо показывать отдельно. Ну, Абу покажем отдельно потом. Потому что уже цвет, конечно, здесь неправильно передается. Потому что там с красными светодиодами лампа. Она не с красными, а с правильными красными. Еще несколько мультифлор. На второй полке тоже небольшие мультифлоры, даже одна уже отцвела. Ну и нижняя полка, как всегда, с самым обильным цветением. И вот на нижней-то полке есть один очень крупный цветок. Это тиара. Но меня больше всего радует вот эта белая орхидея. Название не знаю, она очень долго не цвела, а покупала я ее. На ней был грибок Патридис. И вот она сейчас цветет. Ну и, конечно, пикантный апельсин по сравнению с тиарой. Я даже не знаю, как их показать рядом. Цветок тиары и цветок пикантного апельсина. Крошечные. Вот так, наверное. Ну и часто вы меня спрашиваете, каким керамзитом я пользуюсь. Это керамзит «Царица цветов». Фракция 0,10. Вот такая небольшая экскурсия по моему очень маленькому балкону. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.